Вечерочка, ребятки, Санечек на связи. Хоть я редко в последнее время, но сейчас не грустно. Сегодня поведу вам сакральную истину, как играть на клинте. Все как обычно, посредственный гайд и никаких фишек. Так что наливай бустеры и нарезай чай. Ребятки, я немножко заболел, надеюсь, вы ругаться не будете. В первую очередь пройдемся по базе. Первый скилл клинта стреляет 5 пулями в указанном направлении, нанося 250 урона на первом уровне. Но каждая последующая пуля наносит уменьшенный урон. Более подробно об этом можно узнать в описании скилла, кому интересно. Вторым скиллом можно обездвижить противника на короткое время. При активации вы также немного отпрыгиваете в противоположном направлении. Таким образом можно преодолевать препятствия типа стен. Важно знать, что если попадаешь умением, его перезарядка сокращается на 40%. Так что старайся не промахиваться, тем более это единственный эскейп персонажа. Ульта запускает во врага гранату, которая наносит урон первому врагу на пути. Будь то миньон или вражеский персонаж. Всего у клинта может 5 зарядов быть. Каждая кадышится 12 секунд. Также урон распространяется в небольшом радиусе. Но теперь самая важная фишка персонажа, которая делает его немного сложнее, но в то же время намного сильнее. Пассивка. После каждого применения умения на 4 секунды увеличивается радиус атаки. Также твоя тычка активирует эффект атаки и с долей вероятности может активировать крит урон. По умениям понятно, но что же делать с этим всем? В первую очередь подберем тебе предметы, которые помогут эффективно их использовать. Так как ты АДК, ты наиболее вкусная цель для вражеского лесника, да и в принципе для всей команды. Если вражеский стрелок имеет изначально высокую скорость атаки, или у них лесник с высоким физуроном, железные трусы надо брать, и тап против физурона туда же. В другом случае, или если ты просто уверен в себе гигачат с внушаемым скиллом, закрывай этот видос. Ладно, шутка. В этом случае начинаешь собирать ББ, так как это основная шмотка на клинта, которая бафнет твою пассивку за счет чистого урона после применения умения. Вторым бери клинок отчаяния, чтобы разогнать урон. Злобный рык для пробивания всего, что движется. КСМ для большего урона и пробития. И копье великого дракона, который ускорит нас после ульти. По ситуации можно взять антифиз, чтобы переживать стычки с АДК или тем же лесником. Но в некоторых случаях будет лучше зимняя корона против гуся или алдоса. Антихил, если у них много джора. Золотой метеор, если много маг урона. Штормовой пояс, просто если хочешь большую выживаемости и не хватает его. Эмблема убийцы, перки разрыв, мастер оружия и нечестивая ярость. Вместо мастера оружия можно взять мастер убийцы, чтобы легче доминировать на линии. Заклинанием берем скачок, об этом еще поговорим. А теперь разберем, как себя вести в начале игры. Как мы поняли, из-за разбора пассивки клинт наносит огромное количество урона с большой дистанции. Именно от этого и нужно играть. Во время лайнинга, приходя на линию, тебе нужно вести себя агрессивно и откидываться умениями. Есть только пара персонажей, кто может нас передмашить в начале игры. Мелисса и Ван Ван. В этом случае старайся ловить на ошибках и сильно не выпендриваться. Если ты начнешь обмен ресурсами и враг подрубит вдох, тебя перехарасит, и твой лайнинг будет максимально пассивным. Что касается быть агрессивным на лайне, это не просто кидать умения во врага. Отзвонивайте оппонента, не бейте крипов, чтобы не толкать свою линию к нему под башню. А лучше не давайте ему подойти к фарму. Таким образом вы лишите врага опыта и золота. Давай разберем ситуацию. Ты зонишь и доминируешь всю линию, и тут ты решаешь пойти на ганг на 4-й минуте. Идешь на мид и умираешь. В этом случае ты потеряешь все преимущество. А клин герой сноубола и лейта. Не ходи на ганги до 2 предметов без острой на это необходимости. Помни, что за убийство ты получишь меньше золота, чем за пачку гриппов до 5-й минуты. Все, линию выиграл, предметы отфармил, что дальше? Клинт стрелок, и как все стрелки у него мало выживаемости и мобильности. Мобильность мы компенсировали вспышкой и сможем уходить в тяжелых ситуациях. Так что же делать с выживаемостью? Так, чтобы еще и урон не страдал. Следи, где ты находишься, держи позиционку, будь как можно ближе к своему роумеру или сайдлайнеру. Ибо в средней и поздней игры ты можешь выдавать тонну урона из-за спины. К этому времени у тиммейтов как раз появятся какие-никакие защитные шмотки, которые будет не так уж легко пробить. Также не нужно ходить одному по карте и самому пушить башни. Особенно если у врагов есть инициаторы. Враги только этого и ждут. Позовите лучше союзника с собой. И стойте за спиной. Файт начнется рано или поздно. И лучше будет, чтобы ты в это время стоял за спиной танка, чем отдыхал на фонтане. Что касается инициаторов, клин боится таких, особенно если у них много урона. Типа Гассена, Сайбера или Эйдора. Старайтесь не начинать бой, если не видите их на карте и точно не знаете, где они. Надеюсь, ты узнал из этого гайда что-то новое для себя. Если это так, не забудь про лайк и подписку. Всем ББ.